Существует старая испанская поговорка: если ты украл дыню, ты вор. Если ты украл железную дорогу, ты сенатор. В 21 веке эту формулу слегка модернизировали. Если ты прячешь от налоговой 300 евро наличными, заработанными на стрижке соседских газонов, ты злостный уклонист и враг королевской казны. Но если ты собираешь с доверчивых сограждан миллионы в цифровом золоте, обещая им финансовый суверенитет и безобидную старость на Багамах, ты визионер, криптоэнтузиаст и, возможно, будущий депутат Европарламента. Сергей Довлатов как-то написал: «Мы без конца ругаем товарища Сталина и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов?» В криптомире этот вопрос звучит иначе. Мы без конца ругаем банкиров и налоговую инспекцию за их удушающий контроль, но кто принес миллионы евро в руки мошенников, поверив, что алгоритм на блокчейне заменил человеческую жадность и законы математики? 1 июля 2026 года в Европе произошло событие, которое медиа предсказуемо окрестили криптоапокалипсисом. Вступил в полную силу регламент МиКа, а вместе с ним налоговая директива ДАК-8. Это не просто очередной пакет документов, подписанный скучающими еврочиновниками под чашечку эспрессо. Это торжественные похороны идеи о том, что от государства можно спрятаться за 12 словами сид-фразы. Как мы к этому пришли? Почему Испания стала главным полигоном для обкатки этой новой цифровой диктатуры? И кто на самом деле диктовал параграфы закона, который лишил сна миллионы мелких инвесторов? Давайте пройдем этот путь вместе от пафосных закрытых клубов Мадрида до тихих кабинетов Брюсселя, где под тихий шелест кондиционеров ковалась смерть криптоанархизма. Начнем нашу историю с человека, который очень любил роскошь, но очень не любил платить налоги. Знакомьтесь, Альваро Ромио, в узких кругах известный под звучным псевдонимом Crypto Spain. Представьте себе классическую картину. Мадрид. Престижный район, закрытый клуб под интригующим названием Мадейра Инвест Клуб. На входе вас встречает не хмурый охранник, а атмосфера утонченного элитаризма. Мягкий свет, дорогие кожаные кресла, бокал хорошего темпранильо. На стенах картины современных художников. Во дворе припаркованные суперкары. Схема, которую предлагал Румио своим клиентам, была гениальна в своей простоте и ориентирована на вечную человеческую слабость. Желание почувствовать себя умнее системы. Господа, как бы говорил весь антураж этого места, банки грабят вас своими комиссиями, государство душит вас налогами. Зачем вам платить асьенда, если можно инвестировать в искусство, элитную недвижимость и, конечно же, в криптовалюту через наш закрытый клуб? Полная конфиденциальность, никаких имен, только чистая прибыль. Испанские журналисты из El País и El Confidencial, месяцами разбиравшие это дело по винтикам, обнаружили поразительную вещь. Чтобы стать членом клуба, люди платили вступительные взносы в размере от 2000 евро в год. Но это были лишь семечки. Главное начиналось потом, когда инвесторам предлагали вкладывать крупные суммы в криптоактивы, которые якобы обеспечивались реальными физическими объектами, от люксовых часов до вилл на побережье Коста-дель-Соль. Как это часто бывает в классической прозе, за пафосным фасадом скрывался банальный бардак. Финансовый анализ связей, проведенный следствием, показал, деньги новых членов клуба шли на выплату дивидендов старым, а также на финансирование весьма нескромного образа жизни самого господина Ромио. Но Ромио совершил одну фатальную ошибку. Он решил поиграть в большую политику. В Испании есть такой персонаж – Альвизе Перес. Это блогер, правый популист, лидер движения с говорящим названием «Se acabó la fiesta» – праздник окончен. Человек, построивший свою карьеру на разоблачении коррупции и обещаниях посадить всех политиков. И вот в разгар предвыборной кампании в Европарламенте борец с коррупцией Альвизе Перес получает от криптопредпринимателя Ромио скромный подарок – 100 тысяч евро наличными. Разумеется, не задекларированных. Разумеется, в обход всех возможных законов о финансировании партий. Зачем? Как позже выяснили журналисты-расследователи, Ромио надеялся, что, получив депутатский мандат, Альвизе станет лоббировать интересы его криптоклуба и поможет продвигать идеи налогового неповиновения. Когда пирамида МИК предсказуемо затрещала по швам, Ромио испугался и сделал то, что обычно делают идейные борцы с системой.
когда к ним в дверь стучит полиция. Он побежал сдаваться первым и сдал своего политического партнера со всеми потрохами, включая переписку в Телеграм и аудиозаписи. Праздник окончен. Лозунг Альвиза Переса оказался пророческим. Но только окончился он в первую очередь для его собственных избирателей и для тысяч вкладчиков Мадейра Инвест Клуб, которые теперь пытаются понять, в какой именно части блокчейна застряли их миллионы. Если вы думаете, что Мадейра Инвест Клуб – это единичный случай, то вы плохо знаете темперамент испанских аферистов. Пока в Мадриде окучивали респектабельных буржуа, на Канарских островах разворачивалась драма совсем другого масштаба. Дело Arbistar 2.0 и его создателя Сантьяго Фуэнтеса. Это классика испанской криптокриминалистики. Фуэнтес предлагал клиентам не просто абстрактное искусство, а чудо научно-технического прогресса – арбитражного бота. Программа якобы сканировала сотни бирж и в секунду находила разницу в курсах криптовалют и совершала безрисковые сделки. Инвесторам обещали доходность до 1% в день. Любой человек, окончивший хотя бы среднюю школу и знакомый с правилом сложных процентов, поймет, что при такой доходности через пару лет Сантьяго Фуэнтес должен был владеть всеми деньгами мира, включая золотой запас США. Но жадность – отличный анестетик для здравого смысла. Более 30 тысяч человек из Испании, Латинской Америки и Европы понесли свои биткоины в Arbistar. Журналисты программы Equipo de Investigación проделали колоссальную работу, сопоставляя отчеты блокчейн-аналитиков с реальным достижением средств Фуэнтеса. Выяснилось, что никакого бота, конечно, никогда не существовало. Был лишь красивый интерфейс на сайте, который рисовал циферки в личных кабинетах пользователя, а реальные биткоины сразу после депозита отправлялись на биржи и миксеры, где дробились и выводились на личные счета организаторов. Когда система рухнула, Фуэнтес, сидя в своей роскошной вилле на Тенерифе, записывал видеообращение в стиле: «Произошел технический сбой. Бот временно завис, но мы все исправим». Ирония ситуации в том, что пока Национальная судебная коллегия Испании Аудиенция Националь пыталась арестовать счета мошенников, те спокойно выводили остатки средств через децентрализованные протоколы, наглядно демонстрируя властям все прелести нерегулируемого крипторынка. Именно эти два кейса, МИК и Arbistar, стали той самой соломинкой, которая переломила хребет терпению испанского правительства. Брюссель и Мадрид поняли, если не взять крипту под жесткий контроль сейчас, то завтра половина населения страны останется без штанов, а вторая половина будет финансировать свои политические партии чемоданами неучтенного биткоина. А теперь перенесемся в Брюссель. Кабинеты Еврокомиссии. Здесь пахнет дорогим парфюмом, хорошей бумагой и безысходностью для любого, кто ценит личную свободу. Когда криптоэнтузиасты заявляют, что Мика был создан для защиты инвесторов от мошенников, они лукавят. Мошенники – это лишь удобный предлог. Главным двигателем этого закона было классическое банковское лобби. Посмотрите на структуру традиционной финансовой системы. Банк – это посредник, который берет ваши деньги под 1% годовых, выдает их вашему соседу под 10%, а разницу тратит на бонусы топ-менеджерам и покупку рекламы. Криптовалюта убирала этого посредника. DeFi-протоколы позволяли людям кредитовать друг друга напрямую. И для банков это был экзистенциальный ужас. И они пошли к тем, кто умеет писать законы. Журналисты европейских изданий, анализируя черновики регламента МИКа, заметили интересную эволюцию текста. На ранних этапах закон действительно пытался регулировать только откровенный скам. Но к моменту финального голосования он превратился в документ, который ставит перед любым криптостартапом такие бюрократические барьеры, преодолеть которые под силу только крупным финансовым институтам. Хочешь выпустить свой токен в Европе? Будь добр. Номер раз. Зарегистрировать юридическое лицо в ЕС. Второе. Опубликовать white paper. Это технический документ, одобренный национальным регулятором. В Испании это CNMV. Третье. Создать резервный фонд с размерной объему выпуска. И четвертое. Пройти аудит безопасности у аккредитованной компании. Стоимость выполнения всех этих требований для маленького стартапа из 3 программистов в Валенсии начинается от 500 000 евро. Кто может себе это позволить? Правильно.
банки и крупные инвестиционные фонды, которые теперь с удовольствием заходят на очищенный от конкурентов рынок. Но самым сильным ударом Мика стал разгром стейблкоинов, цифровых аналогов доллара и евро, в первую очередь USDT, от компании Tether. Закон ввел жесткие ограничения на объем торгов нелицензированными в ЕС стейблкоинами, не более 200 миллионов евро в день. Для глобального рынка, где суточный оборот USDT исчисляется десятками миллиардов, это фактически означает запрет. Зачем это сделано? Ответ кроется в подготовке к запуску цифрового евро. Европейский Центробанк не хочет делить поляну с частными компаниями. Им нужен абсолютно монопольный контроль над каждым цифровым центом. И Мика расчистила для этого дорогу, убрав с пути главного конкурента. Если Мика – стратегический план Брюсселя, то тактическим исполнением на местах занимается испанская налоговая служба, Агенция Трибутария, в народе ласково именуемая Асьенда. Испанская Асьенда исторически славится своей жесткостью. В свое время через ее жернова прошли Шакира, Криштиану Рональду и Лионель Месси. Если они смогли прижать к ногтю мировых звезд с их армиями лучших адвокатов, то что им стоит разобраться с рядовым держателем Кардана из Севильи, например? До недавнего времени у Асьенды была одна проблема. Они знали, что у людей есть крипта, но не могли связать конкретный кошелек с конкретным именем, если человек сам этого не хотел. С 2026 года эта проблема решена раз и навсегда, благодаря интеграции директивы DAC-8 и внедрению национальных деклараций. Давайте разберем, как работает эта ловушка. Забудьте о временах, когда на бирже можно было зарегистрироваться по электронной почте. Теперь Binance, Coinbase и любая другая платформа, имеющая право работать в Испании, требует от вас не просто паспорт, а ваш НИФ, налоговый номер и подтверждение налогового резидентства. Более того, биржа обязана собирать данные о ваших внешних кошельках, если вы выводите средства со своего аккаунта на личный холодный кошелек. Биржа обязана зафиксировать адрес этого кошелька и связать его с вашим профилем. Для налоговой этот кошелек перестает быть анонимным адресом в блокчейне. Он становится вашей личной цифровой ячейкой. Раньше Асьенда должна была делать официальные запросы. Теперь, согласно DAC-8, раз в год все платформы в автоматическом режиме выгружают единую базу данных налогоплательщиков. В этой базе содержится все. Сколько фиатных евро вы завели на биржу? Какие монеты вы купили и по какому курсу? Сколько вы заработали на стейкинге или торговле, даже если вы не выводили эти деньги в реальные евро, а просто обменяли один токен на другой? В Испании это считается налоговым событием. Каков баланс вашего счета на конец года? Если вы решили проявить характер и спрятать свои биткоины на зарубежной бирже, например, зарегистрированные где-нибудь на Сейшелах или в Азии, испанское правительство приготовило для вас специальное оружие Modelo 721. Это обязательная декларация для всех резидентов Испании, у которых на зарубежных счетах хранится криптоактивов на сумму более 50 тысяч евро. Вы спросите, а как они узнают, если биржа находится за пределами ЕС? Да очень просто. Во-первых, Испания активно внедряет стандарт CARF – Crypto Asset, разработанный ОСП, который объединяет более 40 стран, включая офшорные зоны. Во-вторых, если вы когда-нибудь решите потратить эти деньги в Испании, например, купить квартиру, машину или просто перевести на испанский банковский счет, банк тут же заблокирует операцию и потребует от вас показать историю подачи деклараций за прошлые годы. Наказания за игнорирование Modelo 721 драконовские. Даже если вы просто забыли указать кошелек, штрафы могут исчисляться тысячами евро. А если Асьенда докажет умышленное сокрытие, готовьтесь расстаться с половиной своего портфеля в виде штрафов и пений. Пока европейские налоговые инквизиторы увлеченно закручивают гайки, умные люди смотрят на карту мира и видят там Панаму. Это небольшое государство с населением 4,6 миллионов человек, зажатое между двух океанов и двух Америк. Для граждан большинства стран, включая Россию, въезд сюда безвизовый на 90 дней. Здесь можно быстро оформить резиденцию по одной из программ, ввести бизнес в долларах США, это основная валюта страны, и пользоваться открытой средой для международных расчетов и криптовалют. Более того, статус резидента позволит вам подавать на шенгенскую визу прямо по месту проживания, а в перспективе
откроет прямой путь к гражданству и паспорту Панамы. Чтобы построить эту легальную гавань без лишней бюрократии, обратитесь к профессионалам. Аурион Панама. Все контакты на экране и в описании. Ну, а пока вы размышляете о прелестях панамского паспорта, вернемся к тем, кто застрял в европейских регуляторных джунглях. На фоне этого шторма очень забавно наблюдать за поведением крупнейших игроков рынка. Самый яркий пример – это, конечно же, Binance. Еще несколько лет назад основатель биржи Чан Пен Джао гордо заявлял, что у Binance нет штаб-квартиры, потому что биткоин не имеет границ. Сегодня он успел отсидеть срок в американской тюрьме, а у Binance внезапно появились и штаб-квартира, и сотни юристов, и непреодолимое желание дружить со всеми регуляторами мира. В Испании Binance зарегистрирована как Binance Spain SL и послушно выполняет любые прихоти Банка Испании. Но новые правила МИКа поставили компанию в очень неудобную позу. Европа требует, чтобы биржа была лицензирована в одной из стран ЕС. Binance долго пыталась получить эту лицензию через Грецию. Греческий регулятор долго мурыжил компанию, около 1,5 года, требуя все новые и новые документы, подтверждающие чистоту происхождения капитала и абсолютную прозрачность структуры собственности. В итоге, в июне 2026 года руководство Binance поняло, что эту стену им не пробить, и официально отозвало заявку из Греции. Сейчас они судорожно пытаются найти другую европейскую страну, которая согласится выдать им лицензию до того, как МИКа полностью перекроет им кислород. Пока идет эта бумажная война, страдают обычные пользователи. Binance Spain уже начала вводить жесткие ограничения. Испанским пользователям закрывают доступ к торговле деривативами и фьючерсами, потому что испанский регулятор считает это слишком рискованным для простых граждан. Ограничиваются операции со стейблкоинами, не имеющими европейской лицензии. Хотите держать USDT? Извините, переходите на USDC или европейские аналоги, которые полностью контролируются европейскими банками. Это больше не территория свободы, это филиал сберегательного банка. Просто с красивым желто-черным логотипом. Сергей Довлатов как-то написал: «У Бога светлые волосы и разговорчивый характер. У дьявола темные усы и молчаливое упрямство». В нашей истории у регуляторов нет усов, но у них есть базы данных и молчаливое упрямство, с которым они методично уничтожают саму суть криптовалют, их независимость от воли чиновников. Что мы имеем в сухом остатке к лету 2026 года? Криптовалюта победила как класс активов. Биткоин признан крупными фондами, им торгуют на Уолл-стрит, его покупают пенсионные фонды. Но как революционная идея свободных денег, неподконтрольных государству, криптовалюта потерпела сокрушительное поражение. Оказалось, что государству не нужно запрещать биткоин. Ему достаточно регулировать точки входа и выхода, биржи и банковские шлюзы. Вы можете сколько угодно гордиться тем, что ваши приватные ключи хранятся в вашей голове. Но если вы не можете купить на эти ключи даже чашку кофе в Мадриде без того, чтобы Асьенда не получила отчет, ваша свобода остается чисто гипотетической. Возможные пути развития видятся довольно прозаичными. Легальный сектор превратится в полностью регулируемую песочницу. Вы будете покупать крипту через приложения крупных банков, таких как ББВА или Сантандер, платить налоги автоматически при каждой сделке и спать спокойно. Но доходность этого рынка станет такой же унылой, как и доходность государственных облигаций. Черный рынок никуда не денется. Будут существовать локальные P2P обменники, наличные сделки, полутемных кафе и серые схемы. Но порог входа туда станет настолько высоким, а риски столкнуться с полицией или мошенниками настолько реальными, что обычный обыватель предпочтет держаться от этого подальше. Мы закрываем эту главу истории с легкой грустью. Мечта о цифровом Эльдорадо, где правила диктует математический алгоритм, а не чиновник из Мадрида, разбилась о суровую реальность европейской бюрократии. Впрочем, возможно, это к лучшему. По крайней мере, теперь у создателей новых финансовых пирамид будет гораздо меньше шансов убедить вас в том, что их чудо-бот сделает вас миллионером за чужой счет. Хотя, зная человеческую природу, можно не сомневаться. Как только закроется эта дверь, мошенники обязательно найдут новую лазейку. Ведь, как говаривал классик, глупость – это единственный ресурс, который никогда не иссякает, сколько бы налогов на него не вводили. Un beso, un abrazo y hasta pronto, amigos.